Всем привет! Сегодня начинаем ролик про китайскую Татру. Татра в Китае – это круто. То, что автомобильная промышленность Китая была создана при технической помощи Советского Союза, факт вполне известный. Мы научили наших китайских друзей делать ЗИС-150, ЗИЛ-157, ГАЗ-51А и ГАЗ-63, 21-ю Волгу и ГАЗ-69, и также Урал-375, БелАЗ и другую технику. Однако СССР был не единственный, кто помогал КНР строить собственный автопром. Некоторые страны соцлагеря Содружества также преуспели в этом деле. Заметный вклад внесла Чехословакия, предоставившая лицензии на выпуск грузовиков «Шкода» и «Татра». Эволюция китайского клона «Татра» началась с модели Т-111. Производство этих грузовиков осуществлялось на Чанчжэнском автозаводе, расположенном в провинции Хэбэй. Первенец получил обозначение Чанчжэнг XD250. Автомобиль имел классическую татровскую хребтовую раму с качающимися полуосями и приводом на все 6 колес. Машина грузоподъемностью 10 тонн оснащалась 12-цилиндровым V-образным дизельным двигателем 12В110F объемом 14,8 литра, мощностью 170 лошадиных сил. В отличие от чехословацкого прототипа, Чанчжэнг XD250 комплектовался кабиной собственной китайской конструкции, которая напоминает то ли ЗИЛ, то ли Шишигу с капотом. В общем, такое. А мне вот интересно, напишите, кто знает, а двигатель этот воздушного охлаждения V-образный, они тоже прям скопировали или какой-то свой ставили, китайский? Напишите. Также Чанчжэнский автозавод выпускал балластный тягач Чанчжэнг XD980, представлявший копию Татра 141. Кабина этой модели также не повторяла исходную версию, выпускавшуюся в чешском городе Копрживнице. Смена модельного ряда на головном заводе Татра отразилась на линейке грузовиков Чанчжэнг. Татра 138 по-китайски именовалась Чанчжэнг XD160 и характеризовалась грузоподъемностью 12 тонн. На ней устанавливался дизель XD8V120 V-образный объемом 11,7 литра, мощностью 180 лошадиных сил. Кабина этой модели также имела китайский колорит с оригинальной облицовкой, капотом и крыльями. Вот видите, по сути татровская кабина, но передок такой китайский типа, китайско-японская, даже какой-то американизированный передок с решеткой, чем-то и на зелок смахивает. Вот такое дело. А вот на китайской копии Татра 148 Чанчжэнг CZ160 кабина уже была полностью оригинальной. Характерные округлые формы уступили место угловатым формам. Получился такой молоток, на колесах кубик, гелик. Хотя, на мой взгляд, это даже в этом случае стиль 148 кабины удалось сохранить, как будто и она просто стала более нового поколения. И поэтому стала такой вот более квадратный, даже чем-то на крас похож. На крас чем-то похож, но лично мне напомнило немножко на новый крас. Следующая модель Чанчжэнг CZ161 китайцы также оставили от исходной Татры только хребтовую раму с качающимися полуосями. Кабина была своей, правда уже не такой топорной, как у предыдущего Чанчжэнг CZ160. Вместо двигателя Татра устанавливался V-образный 8-цилиндровый дизель Deutz. Вот так вот. А я думал, они от КамАЗа поставили дизель или ЗИЛовский. Но выпуск китайской Татры был не такой массовый и, в общем, был невелик. Из открытых источников известно, что в период с 1973 по 1985 год было произведено всего 1318 автомобилей. То есть ежегодно выпускалось порядка 100 машин, капля в море для огромного Китая. Новый этап сотрудничества с ЧССР, Чехословацкая Советская Социалистическая Республика, пришелся на 1985 год, когда Чанчжэнг и Татра заключили соглашение о передаче технологий для производства грузовиков Татра 815. В рамках этого соглашения, это наш известный в России самосвал, там тягач, в рамках этого соглашения чешские специалисты участвовали в налаживании производства машин в Китае. А китайцы обучались на заводе Татра в Копрживнице. Всего в 1985 году удалось собрать 187 автомобилей старого и нового модельного ряда CZ160 и Т-815. С 1985 по 1987 год на заводе Чанчжэнг из машинокомплектов было собрано 1000 грузовиков Татра 815. С 1988 по 1990 год китайцы закупили 1100 готовых грузовиков Татра 815, а также 996 машинокомплектов. В 1991 году было продано 500 машин, а в 1992 – 800 машин. Примерно с середины 90-х годов завод Чанчжэнг выпускал свою версию Татры. С копрживницким исходным вариантом китайский клон роднило только шасси. Неизменная
рама-труба с качающимися полуосями и полным приводом. На этом шасси использовались китайские кабины и двигатели. Причем кабины ставили всякие разные. Отмечу, что в КНР производство кабин существует как отдельная подотрасль машиностроения, когда специализированное на изготовлении кабин предприятие поставляет разным автозаводам кабины всех мастей. Лично сам наблюдал в Китае, как грузовики разных марок имеют абсолютно одинаковые кабины. Ну, я сам не наблюдал, это я прочитал просто. Так китайская кабина Чанчжэнг CZ1260 выпускалась с кабиной Штейр или Штайр. Этой же кабиной комплектовались, например, грузовики Шанкси и Синотрак. Был на китайских Татрах и другие варианты кабин, как, например, это установлено на Чанчжэнг CZ325 1SU 315. Это какая-то похожая кабина, похожа на Део или на какую-то японскую кабину. Или вот такая кабина на Чанчжэнг CZ1250 CU 375. Или вот такая кабина, почти та же самая, на Чанчжэнг CZ1240 CU 455. Или вот такая кабина, Чанчжэнг CZ3250, какая-то японская кабина. В 2017 году в рамках соглашения с Tatra Trucks дебютировала очередная реинкарнация Tatra. На ней также применено традиционное шасси с хребтовой рамой и качающимися полосями, импортируемые из Чехии, завода Tatra. А вот китайская кабина производства кабин Hubei Qixing. Кстати, кабины этого производителя нашли применение на грузовиках БАЗ, КРАС, Тонар и МЗКТ. Бортовой вариант 6х6, модель Чанчжэнг CZ2250 Су-56 имеет китайский дизельный двигатель 9,5-литровый Weichai VP10H350 E62, рядный шестицилиндровый по типу Каминза, мощность 350 лошадиных сил, 12-ступенчатую механическую коробку передач Kuai 12G SD160TA. Четырехосный самосвал Чанчжэнг CZ2310 CU76 8х8 формула получил двигатель Weichai VP10 H400 E62 мощностью 400 лошадиных сил, 12-ступенчатую КПП Kuai 12 GZ 200ТАБ. Вот такие грузовики продолжают потихонечку выпускаться в Китае на шасси Татры. Всем до свидания и спасибо за внимание.